Друзья, я вас приветствую. С вами опять Яра. И сегодня у меня замечательный день, чудесный повод. Я готовлю обед для своего супруга. И сегодня у нас на обед утка под малиновым соусом. Это одно из наших любимых блюд. И мне бы очень хотелось рассказать вам, как я его готовлю. Сегодня я подготовила свою утку. Что я, собственно, с ней сделала? Утку я разморозила на верхней полке холодильника. Лучше выложить ее за ночь или за день. Вымыла тщательно и просушила. Но сейчас бумажное полотенце нам все равно потребуется, потому что утка перед обжариванием должна быть очень сухая. Это блюдо очень известное во французской кухне. И мне оно тоже очень нравится. Я с ним познакомилась, наверное, лет 12 назад. И с тех пор постоянно готовлю. Это блюдо не только любимое в нашей семье, но оно любимое в семьях моих студенток, которые обучались на моих классах. Если у вас есть возможность, возьмите утку французскую. Она чуть-чуть побольше, но у нее кожа там потолще. Я не очень люблю очень жирную кожу. Также очень много, в частности, у нас в Казахстане, откуда я родом, утки из Китая. Но она очень тоже жирная для меня. Я считаю, что оптимально, когда у утки достаточно тоненькая шкурка, чтобы процесс вытопки у нас не занял много времени. И достаточно тоненькая сама грудка. Это говорит о том, что она выкормлена была экологичным способом. Что нам нужно сделать в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь нам надо заготовить все ингредиенты, потому что после того, как мы обжарим утку, у нас будет очень мало времени, чтобы их соединить. Утку я готовлю обычно двумя способами. Собственно, вот этот способ – утка с малиновым соусом, который мой любимый, и утка а-ля ранч, которая готовится с апельсиновой цедрой. Я думаю, что однажды я ее тоже приготовлю вместе с вами. Кроме того, нам понадобится красное вино, любое, которое у вас есть, и не беспокойтесь, оно выпарится, алкоголя там не останется. Чеснок, малина, соль, перец, красный уксус. Если у вас есть малиновый уксус, используйте его. У меня обычный красный уксус, малиновый джем, или вы можете использовать домашнее варенье. Что нам нужно отсюда? Это, собственно, пектин, который там есть. Сливочное масло и томатная паста. Это что касается, собственно, соуса. Для утки нам нужна сама утка и соль. Перед тем, как приготовить утку, как и в курице, мы отделяем вот это филе. Я его уберу. Это позволит нам равномерно готовить уточку. И если здесь какие-то есть у нас белые пленочки, я их тоже удалю. Что касается самой кожи, то может показаться, что она гораздо больше, чем утка. Многие ее обрезают. Делать этого не нужно. Кожа у нас присядет во время приготовления и будет нужного размера. Я единственное вот здесь вот уберу немножко, подровняю. И все. Теперь, что нам требуется сделать? Нам необходимо будет надрезать кожу утки крест-накрест. Здесь есть небольшой трюк, нюанс, как всегда. Нам нужно сделать это так, чтобы мы надрезали только кожу и ни в коем случае не дошли до самого филе. Кожу мы надрезаем для процесса вытопки. Она так лучше вытапливается, ну и потом она так более хрустяще получается. Лучше, если вы ее нарежете холодную и потом уже будете обжаривать. И теперь я ее немножечко присолю со стороны кожи. Пока буду нагревать сковородочку, она у меня полежит. И за счет того, что мы ее посолили кожу, излишняя влага выйдет из кожи. Сейчас мы просто ждем, чтобы излишки влаги и жира вместе с солью вышли в бумажное полотенце. Сковородочка у нас теперь немножко накалилась уже. Это должна быть средняя температура. Я ее кладу. Сейчас она начинает процесс вытопки. Процесс вытопки у нас обычно занимает где-то 7-8 минут. Зависит от размера вашей
утки. Самое главное в утке, чтобы она не приготовилась у нас внутри. Поэтому, учитывая размер филе, у нас здесь размер филе небольшой, достаточно она тоненькая, поэтому температурный режим нужно смотреть, исходя из этого. Напомню, что масло мы не кладем, потому что у утки достаточно много жира. Собственно, весь утиный жир, который мы всегда используем для хрустящей картошки. Кстати, на утином жиру самая хрустящая картошка. Он содержится в коже. Само по себе мясо достаточно постное. Поэтому процесс вытопки нам нужен и для того, чтобы вкус утиного жира вышел, и для того, чтобы кожица вытопилась и стала хрустящей. Смотрите, я поставила на среднюю температуру, пока ничего еще толком не произошло, но уже очень много жира вытопилось. Вот у нас прошло уже несколько минут. Я хотела показать, какая прекрасная у нас получилась золотистая корочка. Я думаю, что еще 1 минуту я ее подержу. Во время того, как мы занимаемся вытопкой, естественно, у нас готовится и основная часть утиной грудки. Она приготавливается. Когда мы ее перевернем, мы ее только готовим. Готовить утку до полного приготовления считается неправильным. Она внутри должна оставаться розовенькой или даже с кровью. У меня достаточно много выделилось масла. Сейчас я его солью сюда в чашечку и верну утку на огонь, чтобы у нас она не жарилась в масле, а вытапливалась. Это очень важно. При большом количестве масла утка ваша будет плавать в кипящем масле, и, конечно, есть риск того, что она переготовится. Прекрасная корочка. Еще 1 минута и будем переворачивать. И пока утка будет отдыхать, мы начнем сразу готовить соус. Поэтому убедитесь, что все ингредиенты ваши готовы, подготовлены к тому, чтобы стать соусом. Теперь я ее переверну. Красавица наша. Перевернув, нам буквально нужно будет 3-4 минутки. Кстати, остатки этого жира мы используем для соуса. Сразу подготовлю, что нам потребуется для соуса. В первую очередь у нас пойдет чеснок, томатная паста, вино, чтобы выпарилось, и малина в последнюю очередь. Итак, прошло еще несколько минут, и я выкладываю нашу удочку отдохнуть. Напомню, что вот этот небольшой остаток жира, который у нас сейчас остался после того, как мы излишек удалили, я буду использовать. И начнем готовить соус. Чесночок я измельчила в чеснокодавилке. Смотрите, сколько у вас утки, от этого и зависит количество чеснока и других ингредиентов. Я чесночный обожатель-любитель, поэтому чеснока добавляю всегда побольше. Чеснок, напоминаю, что мы его не обжариваем, мы его только притушиваем, чтобы он отдал свой потрясающий вкус. И как только он у нас задумался, я сейчас добавляю уксус. Буквально немножко, чтобы он выпарился. И сейчас же добавляю томатную пасту. Запах стоит очень интенсивный. Посмотрите, какая красота уже получилась. Томатная паста дает великолепную глубину вкуса, потрясающий яркий вкус. Ее ничем не заменишь. Теперь добавляю вино. Вино позволит нам все ароматы поженить, соединить, растворить и вкус чеснока, и вкус утки, который прикипел к дну сковороды. А также уксус даст кислинку, которая нам необходима. На этой стадии я добавляю джем. Видите, как быстро все готовится, поэтому нам было важно заготовить все заранее. Джем сейчас растворится и даст такую карамелизацию, а также он у нас будет ответственный за текстуру. Ароматы потрясающие. Мы еще ждем, пока выпарится вино. Алкоголь уже выпарился. Весь пошел на меня. Его здесь совсем немного. Вино используйте любое. Вы можете даже использовать безалкогольное вино, хотя во вкусе оно немного теряет. Дальше мы
немножечко посолим. Я добавлю перчик. Добавлю половину малины, которую буду использовать. Вот так. Посмотрите, какая красота. Ягоды как рубины в нашем соусе смотрится. Соус еще немножечко выпаривается. Оставшиеся ягоды я добавлю в конце. И таким образом у нас будут красивые ягоды. Яркие ягоды, которые немножко уже притомились. Финальный штрих – сливочное масло, которое я распускаю, выключив нашу сковороду. Масло даст нам блеск, сливочный вкус и дополнительную густоту. Попробую. Потрясающе. Утя наша тоже отдохнула. Сейчас я ее буду нарезать. Смотрите, как вы любите готовить утку. Мой супруг не любит, когда она очень розовая внутри. Я ее готовлю чуть подольше. Но если вы любите розовую уточку, готовьте ее поменьше. Очень нежная текстура. Конечно же, я попробую кусочек. Потрясающая нежность. Я положу сюда соус. Дальше я выложу кусочки утки. Добавлю немножко соуса по краю. И украшаю свежей малиной. Я возьму кусочек, который у меня остался, и попробую соусом, чтобы это блюдо подать красиво. Яркий малиново-уточный праздник у меня во рту. Потрясающе. Обожаю это блюдо. Итак, я благодарю вас, что вы сегодня готовили со мной. Я надеюсь, вам было интересно. А с вами была Яра, и до новых встреч!